Я думаю, что уверен, ничего мы не потеряли. Не значит ли, что мы проиграли? Российские блогеры поменяли тон. Военные блогеры, которые поддерживают Россию и имеют контакты на передовой, дают представление о ситуации в российской армии на местах. ВСУ выиграло. Наступление украинских войск стало не просто крупным военным переломом. Для Москвы оно обернулось пиар-катастрофой. До 10 сентября Министерство обороны и официальной пропаганды хранили полное молчание о сражении в Харьковской области. Хотя любому было очевидно, что у российских войск большие проблемы. Ведущие российские чиновники демонстративно проигнорировали этот военный разворот. В это время президент Владимир Путин открывал в Москве самое большое в Европе колесо обозрения, а затем устроил фейерверк в честь дня рождения города. Пробел информации заполнили блогеры и телеграм-каналы. Гиркин, бывший полковник российской разведки, является, пожалуй, самым заметным представителем группы провоенных блогеров, которые стали ругать Кремль за то, что они не сумели достичь своих тактических целей, так как боевые действия в Украине тянутся уже 7-й месяц. Российское правительство не публиковало данных о своих потерях с 25 марта, когда оно сообщило о 1351 убитом и 3825 раненых. Западная разведка считает, что с начала войны было убито или ранено до 80 тысяч российских солдат. Государственное телевидение, самый популярный источник информации в России, продолжает рисовать радужную картину российских успехов в Украине. Теперь Гиркин и другие военные блогеры, скорее всего, будут продолжать критику, поскольку военное наступление Путина в Украине завязло.